Добрый день! Это видео посвящено Древнему Риму. Скажу вам сразу, что когда попадаешь в современный город, то история и культура не становятся яснее и понятнее, потому что там разные эпохи соседствуют друг с другом и смешивают все мысли. По легенде, Вечный город был основан двумя братьями – Ромулом и Ремом в 753 году до нашей эры. Этому факту предшествовала длинная, но интересная история, которой я позволю себе вас развлечь. В ней снова появляются древнегреческие боги. У Зевса и Плеяды Электры было два сына – Иосион и Дардан. Первый в рамках этой истории нам не интересен, но тоже любопытный персонаж. Возлюбленный Диметры, убитый Зевсом. Он получил разрешение периодически возвращаться к богине Изаида, потому что с Диметрой трудно спорить. У нее есть железный аргумент – урожая не будет. Это уже третий персонаж греческих мифов, о которых я рассказывала, отвечавший за смену времен года. Кроме него Персифона, дочь Диметры, украденная Аидом, и Адонис, возлюбленный Афродиты и Персифоны, которого они никак не могли поделить. Ссылки на эти истории можно найти в описании. Нас же интересует второй брат – Дардан. Согласно древнеримскому поэту Вергилию, он родился в Италии, но много путешествовал. Основал город, нескромно названный своим именем, недалеко от пролива Гелеспонд, который носит современное название Дарданеллы. Его внук Трос назвал свой народ троянцы. У Троса было три сына – Ил, Асарак и Ганимед. Первый основал город Илион, больше известный как Троя. Красота последнего ослепляла настолько, что в него влюбился Зевс и забрал на Олимп. Внук Асарака, Анхис, приглянулся Афродите. Она родила сына, которого назвала Эней, что переводится как «ужасный», потому как забеременеть от смертного было совсем не солидно для богини. Пятилетнего ребенка она отдала Анхису, который жил с ним в Трое. Этот мальчик – очень важная мифологическая связующая нить между греческой и римской культурой. Не запутались? Тогда движемся дальше. Следующим судьбоносным событием стала Троянская война за красавицу Елену, жену царя Микен Агамемнона, сбежавшую с Парисом, одним из сыновей царя Трои Приама. Отцом Приама был Ламедонт, у которого в рабстве оказались Посейдон и Аполлон. Так их наказал Зевс за поддержку бунта его жены Геры. Аполлон пас скот, а Посейдон строил защитную стену города. Видимо, поэтому греки и не могли ее взять во время осады города. Дед Приама Ил, о котором я уже упоминала выше, а значит Эней приходится ему троюродным племянником. Еще он был женат на дочери Приама Криусе, ну и, конечно, сражался в войне против греков. После поражения троянцев Энею удалось спастись. Он вынес на плечах своего престарелого отца Анхиса и вывел сына Аскания. Жена, очень удачно для будущих событий, отстала и погибла. Эней собрал выживших троянцев и отправился на кораблях в плавание с целью основать новый город. На острове Делос они получили пророчество от Аполлона плыть в Италию, но не сразу нашли нужное место. А вы же помните, что предок троянцев Дардан родился именно там. Во время путешествия умирает Анхис, а Эней спускается в Аид и узнает, что сможет основать город там, где троянцы съедят свои столы и увидят свинью с 30 поросятами. В итоге троянцы высадились на территории царя Латина. Там они испекли лепешки, положили на листья сельдерея. Сначала съели хлеб, потом овощ, что считается исполнением первой части пророчества. Ну и тут же увидели подходящее семейство свиней. Дальше Эней женится на Лавинии, дочери царя Латина, и основывает город Лавиний. Потом погибает в войне. А его сын Асканий, принявший имя Юл, основывает город Альба-Лонга. И вот мы с вами уже близко подошли к легендарным братьям. 14-й царь Альба-Лонги Нуметор был свергнут младшим братом Амулием. Новый царь позаботился и о детях Нуметора.
Сын случайно погиб на охоте, а дочь Рею Сильвию насильно сделали жрицей богини Весты. Каждая из весталок принимала 30-летний обет безбрачия. Казалось бы, на ближайшие 3 десятка лет Амулий защищен от претензий на трон со стороны родни. Но не тут-то было. Обращаю ваше внимание, что с этого момента боги уже называются римскими именами, потому что мы вплотную подошли к истории Рима. Однажды к Реи Сильвии явился бог Марс в священной роще, и она забеременела, а потом родила 2 сыновей. Любопытный факт. В римской истории, если женщина рожала ребенка без мужа, то считалось, что он герой, произошедший на свет от какого-то бога. Но вернемся к мальчикам. Царю их появление, как вы понимаете, совсем не понравилось. Он приказал положить детей в корзинку и бросить в реку. Мальчиков прибило к берегу, где их выкормила молоком волчица, а священная птица бога Марса дятел принесла еды в клюве. Потом детей забрал пастух и воспитал как своих. Мальчики выросли, узнали о своем происхождении, свергли царя и вернули деда на трон. Сами же решили основать новый город. Но не смогли договориться, и Ромул убил Рема. Город все же был основан, несмотря на такое неудачное предзнаменование. Сделано это было по этрусской традиции. Сначала выкапывалась яма, в которую складывалось полезное и необходимое. Она была центром окружности, по которой пропахали борозду, границу города, названного Римом, точнее Рома. Ромул был избран царем. Для увеличения числа граждан в новом городе стали давать убежище и гражданские права преступникам и беглым рабам. В Риме не хватало женщин, поскольку никто не хотел породниться с такими гражданами. Тогда Ромул устроил огромный праздник около города и пригласил на него соседей – сабинян. В разгар веселья, по условному сигналу, римляне стали хватать сабинянок и уносить за городскую стену. Со всеми украденными женщинами был заключен брак, но сабиняне этого не признали и объявили войну. Произошло несколько сражений, в одном из которых в гущу сражающихся ворвались похищенные сабинянки. Они помирили отцов и мужей ради уже родившихся малышей. Царь сабинян Тит Таций стал соправителем Ромула, а замужние римлянки были освобождены от любой домашней работы, кроме прядения шерсти. Через 36 или 37 лет правления, во время солнечного затмения, когда наступила полная темнота, Ромул исчез. Ходили разные слухи до тех пор, пока один из его друзей не рассказал, что встретил Ромула на дороге из Альба-Лонги в Рим. Царь сообщил, что был взят на небо и стал богом Квирином, а потом вознесся, прямо на глазах у изумленного друга. Вам не кажется, что эта история напоминает другую, которая произойдет в римской провинции на рубеже эпох? Но пока еще до нее далеко. Первой формой правления в Риме, как вы, наверное, уже догадались, была царская власть. Сменилось 7 царей до того, как в результате восстания в 510 году до нашей эры устанавливается аристократическая республика с 2 сословиями – патрициями и плебеями, борьба между которыми сделала Рим республикой. В конце 1 века до нашей эры, после победы в гражданской войне, к власти приходит Гай Юлий Цезарь и становится единоличным правителем. Как видно из имени, он происходил из рода Юлиев, которые вели свое происхождение от Венеры, через сына Энея Аскания. Помните, он принял имя Юл? При племяннике Цезаря Октавиане Августе Рим становится империей. В 330 году на берегу Босфора был освящен город Визант, куда по приказу императора Константина была перенесена столица государства. В 395 году по завещанию Феодосия Великого Рим был разделен между его сыновьями на Западную и Восточную Римские империи. 476 год считается годом падения Рима, то есть Западной Римской империи, захваченной германскими племенами. Восточная Римская империя, Византия, просуществовала до 1453 года и пала под натиском османов. Такова очень краткая история Рима.
В следующем видео я расскажу о религиозных представлениях римлян. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо за внимание.